新しい瞬間が始まる。EOS50D 登場。Привет, друзья! Продолжаем нашу рубрику «Берем с полки папин цифровичок» и продолжаем искать ретро-устройства, которые вызывают высокие вибрации у фотографирующего. Ищем Vibe. И сегодня у нас на обзоре два фотоаппарата, которые, я не побоюсь этого слова, полюбил всей душою, нежно и горячо. И уровень вибраций у меня просто зашкаливает, когда я только беру их в руки. Это две модели из уже довольно далекого прошлого. Canon 30D из 2006 года и Canon 50D из 2008 года. Между этими фотоаппаратами так много общего, что я решил их объединить в рамках одного обзора. По сути, модель 50D представляет собой дальнейшую эволюцию модели 30D, 40D, а также до нее были модели 10D и 20D. Цифровая составляющая этих камер в то время очень стремительно менялась. Росли показатели матриц, процессоров, различных дополнительных электронных устройств, экранов и программного обеспечения. Но вся механическая часть этих фотоаппаратов оставалась по сути неизменной. Начиная с модели 10D, 20D, уж тем более 30D, вы получали на руки устройства, которым очень приятно и кайфово фотографировать. Ну а модели 40D и 50D это вершина вот этой ветки. Дальше эта ветка была сильно изменена. Начиная с модели 60D, корпус этих моделей стал пластиковым, и модель была сильно упрощена. А то, что содержалось в этих фотоаппаратах, та концепция, которая здесь содержалась, она перешла в другую линейку 7D. Итак, чем же мне так сильно запали в душу эти фотоаппараты? Я параллельно тут увлекаюсь иногда тем, что снимаю на пленочные фотоаппараты. Они всякие бывают разные, но в основном это такие металлические изделия, которые очень приятно держать в руках, которые вызывают очень приятные ощущения от всех этих рычажков, крутилок, от того, как цельно сбит корпус, как приятно крутить, фокусироваться вручную и ставить диафрагму. Так вот, это достаточно редкий цифровой фотоаппарат, у которого есть очень похожие ощущения. Точнее, оба из них. Потому что корпус у них, по сути, можно сказать, идентичный. Он немножко различается в мелочах. Прежде всего тем, что здесь в 30D довольно маленький экранчик на 2,5 дюйма и на 230 тысяч точек. А на 50D уже идет экран побольше, на 3 дюйма и на 920 тысяч точек. И по мелочи тут перенесены некоторые кнопки. Но в целом концепция одна и та же. И суть корпуса, я думаю, точно такая же. Первая основа одна и та же, начиная с модели 10D. Так вот, чем он так хорош? Хорош он прежде всего тем, что он просто офигенно лежит в руке. Вот берешь в руки и чувствуешь это оно. Не знаю, именно под мою руку здесь все заточено великолепным образом. Просто вот я, когда его хватаю в руки, сразу начинаю испытывать какие-то повышенные вибрации. Очень приятно все сделано. Плюс еще, мало того, что он приятно лежит в руке, он еще вызывает ощущение цельно литого бруска. То есть реально вот держишь в руке, и есть такое ощущение, как будто вот у тебя просто болванка металлическая в руке. Настолько массивно и настолько он приятно лежит. Но при этом он не слишком тяжелый. У меня был до этого еще Mark II, Canon 5D Mark II. Это абсолютно та же концепция, но только там, видимо, с учетом полного кадра есть свои нюансы. Он был сделан чуть потолще и чуть потяжелее вес был. Из-за этого вот эта вся магия, которая здесь в этих кропах есть, она пропала. То есть держать в руке его уже не столь удобно, весит он чуть тяжелее, уже нет вот такого идеального баланса, сочетания веса, объема и развесовки. Вот здесь она великолепна. 5D Mark II, который у меня был, он, к сожалению, уже этого лишился. По сравнению вот с этими кропами, я бы вот на прогулку выбрал с собой один из этих кропов. Я ходил с Марком II,
мне что-то не понравилось. Он слишком тяжелый, слишком громоздкий какой-то. Вот, а эти великолепны просто. Естественно, органы управления тоже на высшем уровне. Вот это колесико. Послушайте, какой звук. Вот это колесико. Все кнопочки нажимаются с приятным звуком. Крутилочки крутятся. Очень достойно. Единственное, к чему могу придраться, это вот к этому джойстику. Ну, поскольку это ретро-устройство, мы, в принципе, можем ему простить. Не сильно удобно это сделано. Можно было сделать и поудобнее. Какие-то нажимания вот здесь, например. Ну, сделано как сделано, приходится иногда вот с чем-то, с какими-то небольшими недостатками мириться. Как я уже сказал, по сути, эти фотоаппараты представляют собой младшую модель фотоаппаратов Canon 5D Mark I, в данном случае с 30D, и Canon 5D Mark II, в данном случае с 50D. У них очень похожая концепция, практически все то же самое, те же органы управления, тот же экранчик сверху, там с незначительными нюансами, и здесь то же самое. Тот же набор крутилок, органов управления. По сути, все то же самое. Даже такое же меню. Практически идентично. Что на Марке 2, что на Марке 2 в данном случае, что на 50D, здесь у нас все будет практически то же самое. Соответственно, та же схема и с Canon 30D и Марком 1 от 5D. То есть, по сути, эти фотоаппараты между собой отличают в основном то, что 5D это у нас полный кадр, а здесь у нас кроп. То же самое здесь. 5D Mark II полный кадр, а здесь кроп. Но при том, что это кроп, это, они не урезали весь функционал, и все удобство работы осталось практически таким же. Но при этом эти камеры чуть легче и чуть удобнее в руке лежат. И во многом это определяет мой выбор, какую камеру я возьму на прогулку с собой. Потому что эти камеры все-таки для меня лично намного удобнее. И с собой их гораздо приятнее носить. И на прогулке они оказываются гораздо чаще, чем более тяжелые полные кадры. Конечно, как у любого кропа, по сравнению с полным кадром, есть свои недостатки. Но есть и достоинства. Одно из достоинств, как я сказал, это весь удобство. Второе, при использовании тех же объективов можно чуть дальше фотографировать. Ну, а недостатки, естественно, здесь и не полный кадр. Соответственно, все вытекающие последствия. Меньший динамический диапазон, меньшая возможность работать ночью на куда меньших ISO. Ну и, конечно, кропы не так качественно передают полутона. Особенно это критично в портретной съемке. Ну, для прогулочной репортажки, это, на мой взгляд, оптимальное решение. Вообще, зеркалок в металлическом корпусе существует не такое уж большое количество. Зеркалка в металлическом корпусе – это обычный признак такого профессионального решения. И если на полном кадре это достаточно распространенное явление, можно сказать, все зеркалки практически полнокадровые в металлическом корпусе, то для кропов это явление не такое уж и частое. Помимо вышеуказанных Canon, могу вспомнить, например, у меня есть Nikon D300. D300 есть у него подвид модификация. D500, D200. У Sony это A700 и A77. У Pentax K7, K5 и еще, наверное, тоже что-то есть. Я в них не очень разбираюсь в последних моделях. Что-то больше в голову ничего не приходит. Если кто-то, может быть, вспомнит, напишите в комментариях, какие еще есть модели кроп зеркалок с металлическими корпусами. Nikon D300, например, может быть даже еще более офигительная зеркалка, чем эти две. Но она по-своему классная, а они классные по-своему. Поэтому проводить между ними прямое сравнение я бы не стал. Лучше иметь все три у себя в коллекции, благо стоят они по нынешним временам просто копейки. Так вот, после пленочных камер держать такие камеры в руках одно удовольствие. Благодаря этой жесткости металлического корпуса, благодаря этим классным органам управления, это все реально очень напоминает пленочную технику.
Ну, вкратце начну тогда с модели Canon 30D. Включается он вот этим рычажком. Здесь два положения для включения. Один on. Здесь какая-то функция будет обрезана при этом. По-моему, не будет крутиться вот эта крутилка в некоторых режимах. И вот в этом положении будет все полнофункционально работать. Здесь у нас сверху есть инфопогон, который достаточно удобен и легко читаем. Если... Ну, здесь концепция такая работы именно больше похожа на профессиональную и на пленочных камерах. Здесь есть кнопочки, нажимая на которые мы можем крутить одну из крутилок. Либо переднюю, либо вот это кольцо заднее. И соответствующий параметр будет меняться. Например, ISO, например, автофокус, режим автофокуса, ну и так далее. Ну, на самом деле, хочу сказать, что не так просто в этом разобраться, то есть не все интуитивно понятно, но когда разберешься, и когда запомнишь, где что, какая кнопка за что отвечает и какое колесико надо крутить, если постоянно пользуешься этим фотоаппаратом, то это вот просто входит на уровень механических каких-то навыков, просто нажимаешь и крутишь нужное колесо и мгновенно практически выставляешь нужный параметр. Тебе не надо для этого лезть глубоко в меню и что-то там крутить судорожно. Благо меню здесь, поскольку это аппарат такой первоначальной эры цифровизации, меню здесь очень-очень-очень простое. Здесь всего буквально несколько пунктов, которые мы можем менять. И особо здесь менять-то нечего. То есть установил один раз и забыл об этом. А дальше ты пользуешься в основном кнопками на корпусе. Соответственно, мы видим то же самое на 50D. Меню здесь чуть более сложное. Здесь уже есть несколько подпунктов, в которые надо заходить. Но оно не сильно сложнее, чем там. Ну и вся концепция работы, она примерно такая же. Соответственно, мы видим инфопогон с абсолютно такими же значениями, хотя расположение кнопочек здесь чуточку другое, незначительно отличается. Если увлекаетесь темой фотографии, вы наверняка слышали легенды о фотоаппарате Canon 5D Mark I и Mark II. В основном все легенды ходят о фотоаппарате Canon 5D Mark I. Там складываются легенды про то, какие у него великолепные цвета, какая великолепная цветопередача, какое все необычное, пленочное, какие теплые цвета. В общем, такие фотоаппараты, которых сейчас уже никто не делает. И настолько им приятно фотографировать и получать такие результаты. В общем, все в великолепных тонах обычно рассказывается про них. Я не то чтобы насмехаюсь, это действительно так, мне тоже все это очень нравится. К сожалению, 5D Mark I у меня никогда не было. Я мог только видеть сэмплы, как он фотографирует. Но зато у меня есть Canon EOS 30D. И это, по сути, то же самое. Цветопередача здесь практически такая же самая, как на Canon 5D Mark I. Единственное, это кроп со всеми вытекающими. Ну, по цветам, по вайбу, по всему вот остальному, это реально очень похоже. Поскольку Canon 5D это полный кадр, то даже сейчас в приличном состоянии он стоит, каких-то достаточно приличных денег. Там, если говорить о России, то это там 15-20 тысяч рублей. Там я видел даже местами за 25 продают в идеальном состоянии. Ну, как вы понимаете, этот фотоаппарат для того, чтобы поиграться, походить с ним, поснимать каких-то знакомых, друзей, цветочки. Ну, именно для того, чтобы, как говорится, для души. Так вот, если вы не хотите переплачивать такую сумму достаточно приличную для того, чтобы поиграться и для души, то вот есть у вас альтернативное решение. Canon EOS 30D также подойдет и 20D, и 10D. Такие фотоаппараты, 30D можно купить там в районе 5000 рублей, плюс-минус. 20D и 10D там вообще можно найти за копейки 2-3 тысячи рублей. Но при этом вы получаете практически все то же самое. Те же цвета, и те же ощущения. Понятно, что это будет не полный кадр. Понятно, что портреты на нем не будут такими великолепными. Но для какой-то репортажной прогулочной съемки вот этой 30D за глаза и за уши. Очень классный цвет. Просто обожаю его. Очень классный. Очень приятные эмоции вызывает, когда его используешь. Ну и по ощущениям в руке это практически то же самое, даже лучше, поскольку он чуть меньше, лучше сбалансирован или легче весит.
Плюс у него еще есть встроенная вспышка. Немногим и не часто она нужна, но иногда бывает, что и пригождается. Что касается модели 50D, то он скорее соответствует Марку II по уровню цветов, уровню начинки. Здесь есть Live View, в отличие от 30D, в котором нет Live View, как и в Марке 1 5D. Здесь уже достаточно большой экран, которым уже можно пользоваться, в отличие от 30D. 30D очень напоминает пленочную камеру, то есть там вся основная работа происходит через видоискатель. Навелся, снял, что-то там приблизительно увидел на экранчике, ну, вроде попал, и окей. Так вот здесь на экранчике уже что-то можно разглядеть. Сейчас попробую показать. Особенно если увеличить. Плюс есть здесь Live View, который нам позволяет что-то снимать. Что очень, кстати, важно для того, если вы используете мануальную оптику. Более того, если немножко повозиться, и можно скачать такую прошивку, которая называется Magic Lantern. Это, кстати, кроп, на который можно установить Magic Lantern. На 30D нельзя его установить, а сюда можно. Один из первых кропов, на который можно. И там появляется достаточно много разных функций. Ну, на мой взгляд, они не сильно существенные и не сильно помогают. Ну, основное, что меня привлекает, там появился Focus Picking. Можно использовать Focus Picking при помощи этого Magic Lantern. Есть там, допустим, Zebra. Я ее не использую, но она тоже есть. И другие какие-то фишки, там куча настроек для таких вот совсем уж там замороченных на фотографии. Вот. Ну, я из них иногда использую Focus Picking. Вот это единственная функция, которой иногда я пользуюсь. Там даже появляется возможность снимать видео при помощи, открывается эта возможность Magic Lantern, поскольку по умолчанию возможности снимать видео в этом фотоаппарате Canon 50D вроде как нет. Хотя вся начинка уже позволяет снимать видео уровня Canon 5D Mark II, на который было снято куча фильмов. Вот. В общем, здесь тоже можно снимать. Единственный нюанс, который Magic Lantern не может исправить, здесь нет никакого оборудования для записи звука. Соответственно, все видео у вас будет без звука. Что касается вайба цветов и цветопередачи, то разница примерно такая же, как и у Canon 5D Mark I и 5D Mark II. Кому-то что-то больше нравится. Ну вот считается, что у Canon 5D Mark II баланс белого он выстраивает более точно, и в силу этого какой-то вот такой вайб полупленочный у него утерян. Примерно такая же ситуация и здесь. Вот цветопередача на 30D, на мой взгляд, более интересная, более ламповая такая. На 50D он еще не совсем утратил всю ламповость, там тоже есть такие какие-то вот интересные цвета он выдает. Но все равно, что-то такое чуть более близкое к современным фотоаппаратам. В то время как 30D туда куда-то ближе в сторону пленки, условной пленки, скажем так. Ну, я пробовал, распечатывал фотографии из того и из другого фотоаппарата, и, честно говоря, на фотки, которые были сделаны на 50D, при фотопечати тоже смотрятся очень-очень органично и, можно сказать так, по-пленочному. Хотя на экране мониторов они как-то, меньшей пленочностью отдают. В целом мне нравится и тот, и другой. Цветопередача и того, и другого, она немножко разная. Там при определенных условиях, поработав в редакторе, их можно свести к одной примерно цветопередаче, разумеется. Особенно если пользоваться RAW. Ввиду копеечности обоих фотоаппаратов, я с удовольствием пользуюсь и тем, и другим, и наслаждаюсь результатом, который выдает мне прямо из коробки и тот, и другой фотоаппарат. Если говорить о различиях по технической части, не только по цветам, то здесь у нас используется 8-мегапиксельная матрица. Как всегда, у Canon у них кроп немножко меньше, чем у Nikon и Sony, скажем. А здесь у нас уже используется 16-мегапиксельная матрица.
Хотя какой-то существенной разницы по этим мегапикселям я не заметил. Если сильно кропать, то картинка примерно идентичная. Здесь больше мегапикселей, но когда сильно увеличиваешь, оно так все больше расплывается. Может быть, это заслуга объектива, может быть, это какой-то такой... Не удивлюсь, если производители в те времена заигрывались с некими фейками, то есть могли заявить 16 мегапикселей, а 16 мегапикселей этим добивались тем, что это программно они их получали. Потому что я смотрел какие-то тесты между Canon 5D Mark I, Mark II, там разница 12 мегапикселей и 21 мегапиксель. И вот там автор тестов показывал на сильном увеличении, и было видно, что действительно на 21 мегапикселе просто картинка становится чуть более мыльной, но четкости дополнительной там не появляется. То есть что 12 мегапикселей, что 21 примерно равнозначно. Такая же картина примерно и здесь. Оговорюсь, по моему мнению. Если у вас другое видение, можете об этом написать в комментариях. Ну, вежливо и корректно, разумеется. Потому что других комментариев я на своем канале не приемлю. Если у вас есть какие-то вежливые и корректные замечания на этот счет, с удовольствием их почитаю. Я тоже могу запросто в чем-то ошибаться. Так вот, про матрицы рассказал. Из существенных отличий здесь экраны различаются. И самое существенное отличие, здесь есть возможность снимать Live View. На 30D Live View никакого нет. Видоискатели здесь, ну, лично мне нравятся, они меня вполне устраивают. Большие, достаточно большие, светлые, чистые. Фотографировать в них одно удовольствие. Модуль автофокуса здесь стоит один и тот же, на 9 точек. Такой же, как, к слову, и стоит и на 5D и первом, и втором. Вообще, как бы принято ругаться на этот модуль автофокуса. Дескать, он и медленный, и нечувствительный, и ну, там точек мало. Лично у меня каких-то особенных проблем он не вызывал. Абсолютно вменяемый, толковый автофокус, если не ждать от него каких-то сверхчудес. И в основном пользоваться одной центральной точкой, то он, в принципе, замечательно работает. Но еще раз оговорюсь, это мы говорим о ретро-устройстве, которым почти по 20 лет, и мы говорим о любительском использовании для удовольствия. Понятно, что если вы там бомбите свадьбу, может быть, у вас и будут большие претензии к этому автофокусу. Лично у меня никаких претензий нет. Да, чуть не забыл об одной из самых важных вещей, которые отличают эти фотоаппараты. Это вещь чисто настроечная. На 30D нет возможности выставлять авто-ISO. На 50D есть возможность выставлять авто-ISO. И это делает удобство работы с этим фотоаппаратом на 50D, ну, наверное, на порядок более простым, чем на 30D. Потому что авто-ISO, ну, позволяет более гибко реагировать на ситуацию и не париться, какой ISO у тебя там выставлен. С этим фотоаппаратом постоянно забываю, что тут я перевел на ISO 800 или 1000, а здесь я забыл его убрать обратно. И постоянно у тебя бывают ситуации, когда ты делаешь снимки не на должном ISO, как не на том, который требует ситуация. Ну, такая же, кстати, неувязка наблюдается и между Canon 5D первым и вторым марком. Там то же самое, на первом марке нет авто-ISO. И если говорить об ISO, на которых можно снимать, то матрица Canon 30D, ну, она все-таки старенькая и достаточно шумная. И на ISO выше 400 ведет себя уже не очень хорошим образом. Появляются шумы такие не очень приятные, цветные. Если работать в RAW и если пользоваться на постобработке хорошим шумодавом каким-то, то, в принципе, все благопристойно. То есть, если использовать ISO 800, 1000, и потом на постобработке убирать эти неприятные цветные шумы, вообще никаких проблем, картинка замечательная. Ну, если оставлять как есть, то да, вот такие есть неприятные цветные шумы. 50D в этом смысле ситуация получше, то есть им вполне можно снимать ночью, особо не парясь. На ISO до 1600 он вполне вывозит. Естественно, там тоже появляются шумы, которые лучше потом подавить. Но в целом картинка ночная с него куда более благопристойна. Что еще мне очень нравится в этих фотоаппаратах, это звук затвора. Он очень-очень приятный, очень такой сухой и не сильно громкий. Они немного отличаются по звуку затвора. Больше мне нравится звук затвора почему-то на 50D. Хотя и на 30D он довольно-таки ничего. Вот послушаем 30D.
50D. Также он делает достаточно быстрые серии, до 5 кадров в минуту. .30D чуть медленнее. Вот с объективом 30D. И 50D. То есть довольно тихо и приятно. Кстати, в отличие от их старших братьев Canon 5D, у которых зеркало хлопает довольно сильно сотрясается фотоаппарат. Ну и вот когда делаешь кадры, вот такое у тебя ощущение бубух. Ну, куда более какое-то вот, не знаю, неприятное ощущение возникает. Здесь щелкать кадры одно удовольствие, что на том, что на этом фотоаппарате. На старших братьях, не знаю, мне немножко вызывает дискомфорт. Теперь, что касается работы с мануальной оптикой. Зеркалки Canon в этом смысле стоят на особом положении благодаря тому, что у них один из самых коротких рабочих отрезков. И благодаря этому мы можем использовать различную мануальную оптику, не только М42, но также и от любых других систем, рабочий отрезок которых превышает рабочий отрезок системы Canon EOS. Благодаря этому мы можем использовать объективы от различных систем, например, от Nikon, например, от Pentax. Pentax с оговорками, на полном кадре Pentax, к сожалению, будет задевать зеркало. Но вот на кропе я использовал мануальные объективы Pentax, и они прекрасно работают. Естественно, нужен свой переходник из Pentax на Canon EOS. Вот. Также можно использовать и другие виды переходников, Contax Yashica и многое-многое-многое-многое другое, там что можно вспомнить. Там, где рабочий отрезок превосходит рабочий отрезок вот Canon EOS. К сожалению, более ранние модели Canon FD сюда без оговорок не подойдут. Здесь нужно будет использовать специальный переходник с линзами, потому что там рабочий отрезок, я сейчас не вспомню, по-моему, даже короче, чем здесь. Ну вот, сейчас попробую рассмотреть работу с мануальной оптикой на примере объектива М42 Helios 44-M6. Итак, здесь есть возможность использовать несколько видов переходников. Бывают переходники с чипом, бывают без чипа. С чипом это, соответственно, с дополнительными контактами, которые будут определять фокусировку объектива. Вот с такими контактами. Такие, к слову, переходники и объективы я продаю. Можете найти по ссылке в описании профиль в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, кому будет интересно. И там же будет ссылка на Авито, где можно все это приобрести. В этом случае ваша мануальная оптика будет себя вести в плане определения фотоаппаратом примерно так же, как себя ведет обычный объектив автофокусный. Ну, за исключением того, что фокус вы в данном случае будете вращать вручную. Для этого надо, как обычно, предзажать кнопку спуска и одновременно вращать колесо. Точнее, не колесо, а фокусер на объективе. И в момент, когда вы поймаете фокус, вы услышите такой звуковой сигнал, и, соответственно, в видоискателе загорится красная точка. Соответственно, вам надо будет делать кадр. Вот эти переходники с чипом бывают так называемые непрограммируемые, когда у нас жестко задано значение диафрагмы. Здесь оно в данном случае равняется 1,4. 1,4. Бывают также переходники, в которых мы можем задавать значение диафрагмы. Например, установить 2.0 для этого объектива или какие-то другие значения диафрагмы. И более того, мы там можем вносить некую поправку, если будем делать кадр, и у вас какая-то другая диафрагма, можно будет ее менять программно для того, чтобы фотоаппарат учитывал эти изменения и, соответственно, вносил поправки в экспозицию. К сожалению, я на всех фотоаппаратах Canon, не только на этом,
ну и на 30D, и 5D Mark II, и еще у меня было несколько Canon'ов, столкнулся с тем, что в плане экспозиции он себя ведет как-то довольно некорректно с этой мануальной оптикой. И с программируемыми переходниками, и с непрограммируемыми. Если мы начинаем, например, закрывать диафрагму, то фотоаппарат почему-то начинает уводить экспозицию в еще большую сторону, и кадры получаются просто белесые. То есть он ставит еще более длительную выдержку, чем надо. И не знаю, как-то изменить это можно только если установить соответствующую поправку. Даже на программируемых переходниках наблюдается точно такая же картина. И если там вносить эту так называемую изменять значение диафрагмы, чтобы внеслась поправка, то он почему-то задирает эту экспозицию еще больше. Например, на других фотоаппаратах, например, на Sony, такой картины я не наблюдаю. Ему пофиг вообще, что там у нас стоит, какая диафрагма. Он просто оценивает экспозицию и выдает нужное значение. Всегда достаточно корректную картинку. Здесь, к сожалению, такого не наблюдается, и более-менее корректно можно снимать только на открытой диафрагме. Если ее достаточно сильно прикрыть, то у вас будут довольно сильные искажения по экспозиции, которые можно поправить только при помощи экспо-поправки. Да и то до определенных пределов, поскольку поправка делается до 2 ступеней. Как я говорил, на этой модели фотоаппарата можно использовать Live View. И вот как мы видим, при помощи Magic Lantern здесь даже срабатывает фокус пикинг. И мы видим, что зона резкости у нас примерно сейчас на стене. Ну, даже без Magic Lantern, в принципе, можно наводить на фокус при помощи кнопок увеличения, например. Можно делать это достаточно легко. Ну, в принципе, через видоискатель ловить фокус при помощи вот этих чипованных переходников одно удовольствие. Не сильно это отличается от процесса с автофокусом. Мы крутим кольцо рукой, и когда у нас ловится фокус, соответственно, срабатывает эта точка и подается звуковой сигнал. И это означает, что мы в какой-то степени плюс-минус попали в фокус. Как вы знаете, на зеркалках с фокусом могут быть определенные проблемы. Фронт-фокус, бэк-фокус. И, соответственно, под каждый объектив местами приходится вносить соответствующие поправки. То же самое касается переходников вот этих. Соответственно, на модели 50D у нас уже появилась возможность вносить поправки небольшие, там, до 20 единиц в ту или иную сторону. На модели 30D такой возможности нет. Ну, модель 30D под мануальную оптику заточена гораздо хуже, поэтому если будете работать с мануальной оптикой, советую вам все-таки смотреть в сторону 50D. Она позволяет в этом смысле работать гораздо лучше. Ну и, как я сказал, перед вами тогда открываются все возможности старой мануальной оптики, зеркальной, старой мануальной оптики, разумеется. Потому что у дальномерок сюда оптика не подойдет из-за разности рабочих отрезков. И от многих систем сюда подходят объективы. Ну, в частности, у нас в стране самыми распространенными являются как раз возможность использовать оптику М42. Под нее есть и переходники с чипом, и самой в этой оптике огромное количество с разными фокусными расстояниями. Все это можно использовать. Все это прекрасно снимает, все это достаточно быстро работает благодаря вот этой возможности фокусироваться быстро. И делает этот фотоаппарат одним из самых приятных для работы с мануальной оптикой. Конечно, нельзя сравнивать зеркалку для работы с мануальной оптикой с беззеркалками, у которых есть электронный видоискатель, у которых есть там фокус-пикинг, который постоянно работает, и есть возможность снимать вообще любой мануальной оптикой практически, в том числе от дальномерок. Но среди зеркалок вот это решение от Canon одно из самых лучших. Конечно, еще лучше это именно полнокадровые ребята, типа 5D Mark II. 5D Mark II, наверное, в этом смысле лучше будет. Вот, но если взять кроп, то это тоже одно из хороших и интересных решений. Ну, вот такой рассказ получился об этих замечательных фотоаппаратах из глубокой, уже можно сказать, древности, потому что им уже около 20 лет. Вам я напоминаю, что вы можете подписаться на мой телеграм-канал, где вы можете видеть примеры с разных объективов, фотоаппаратов, а также
будет ссылка на Авито, где вы можете приобрести все эти объективы, переходники, фотоаппараты и прочие фотопринадлежности. Я же с вами прощаюсь, всем хороших кадров и пока.